Ну, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима сегодня звучит, ну, очень провокативно. Звучит как «Мы навсегда сделаем вас голубыми». Ну, название этого стрима такое, в кашинском стиле. Это прямая цитата, хоть это и прямая цитата из перевода, да, перевода статьи New York Times про украинско-американское взаимодействие на военном уровне на протяжении всей войны. Там есть пункт какой-то, не помню, четвертый, по-моему, раздел, да, этого материала, и он начинается с того, что украинский генерал говорит американскому генералу, командующему американскими войсками в Европе или начальнику штабов, блядь, европейских войск, американских войск в Европе, ну что-то такое, он ему говорит, а почему на карте ваши американские войска синим цветом, российские красным, а наши зеленым? Мы тоже хотим быть голубыми. А ему генерал говорит, американский по плечу постукивает и говорит, когда вы победите, мы сделаем всех вас навсегда голубыми. Ну, я нашел эти слова очень сильными. Ну, это то, что реально заслуживает внимания в том материале New York Times, и что послужило идеей, ну, даже не идеей, прямая цитата в названии. Но новости по большей части не об этом на самом деле, а новости о том, где договорняк, да. Ну, честно сказать, оптимизм есть, наверное, какой-то. Вот пытаюсь как-то понять по сути, но вот здесь всегда мешает туман войны. Всегда вот есть люди, которые не так уж следят сильно за новостями политическими, но они всегда как-то жестко, ну, обычно этим людям до 17 лет. Но обычно они очень жестко руку держат на пульсе, типа, военных каких-то процессов, да, происходящих на фронте, вот в сфере именно оружия, применения силы, да. Я не из этих людей, но мне показалось, что действительно ударов именно таких реально по энергетическим объектам, в смысле, ну, понятно, что удары, блядь, по трансформаторам, обрывы проводов, ну, их невозможно как-то проконтролировать там и так далее, да. Но целенаправленных ударов по энергетике будто стало меньше. Я не читаю новостей про то, что у нас разбомбили газохранилище, или еще какой-то там газодобывающий объект в Полтавской области, но я хочу сказать, что я не читаю. Может, это есть, я просто на это не обратил внимания. Точно так же, как и я перестал видеть новости о разбомбленных российских НПЗ. Да. Но все еще впереди. Просто если этого нет, то это, конечно, наверное, позитивный сигнал, да. Несмотря на то, что стороны ведут даже с разных дней начала этого энергетического перемирия, да. Ну, в общем, это вот так. Это если относиться к этому энергетическому перемирию как к генеральной репетиции общего прекращения огня. Общего, да, и абсолютного. Вот. Я думаю просто всегда о том, вот, а что будет, если действительно вот полностью и безвозвратно как-то по сути своей, физическом, да, своем проявлении на поле боя, да, на войне, это перемирие провалится полностью, да, то есть разбомбят еще там 100 НПЗ, у нас разбомбят еще 100 газохранилищ каких-то, и вот, ну, по сути, генеральная репетиция реально полностью провалится. Но явно видно, что, наверное, США не изменят своей риторики в этом случае, в смысле сохранят дальше этот оптимизм по инерции, да, и дальше будут писать статьи западные медиа о том, что ну вот там к концу апреля планируют там уже точно полное перемирие. Интересно представить, ну вот если они его дальше продолжат на уровне риторики навязывать, возможно ли на уровне риторики добиться полного прекращения огня, но при этом его не будет вот в реальном физическом мире. Все стороны, там, спасаясь от американского гнева, от гнева американской администрации трамповской, согласятся на перемирие, которое они не планируют ни устанавливать, ни соблюдать. Это интересно. Но это скорее, знаете, такое загадывание на будущее, да. Сейчас, по сути, нет такого, как мне кажется, прям полного провала этой генеральной репетиции, да. Он, наверное, наступит, когда его кто-то констатирует реально. Ну, понятно, кто-то, в смысле, в американской администрации. Хорошо. Ну, договорняк. Договорняк. Самое значимое, что, да, ну, зачем наблюдали эти выходные в контексте того, насколько мир возможен, это, конечно, все началось с того, что финский президент Саша Стууб, как Сукуб,
Ну, Саша Ступ, президент, это, конечно, ну, тут действительно как дипломат скорее, да, как дипломат с высоким статусом в этой роли. Ну вот, он играл в гольф с президентом Трампом. Трамп очень любит гольф, это известно, он побеждал в своем же турнире по гольфу недавно буквально, потому что, ну я даже не знаю, насколько это вещи связаны, может это совпадение, но какие-то медиа, да, критично настроенные к Трампу, ну или даже тут неправильно сказать медиа, скорее какие-то блогеры, да, коих очень много, постили видео разные, но и они сильно завирусились потом по инерции, где Трамп там бьет вот этот мяч для гольфа. Я еще тот знаток гольфа, но я в него играл в GTA 5. Ну, то есть я что-то знаю о гольфе. И вот он там бьет мяч, и мяч, ну, я его там не вижу, бы зашикаленное качество, но раз все говорят, наверное, так и есть, улетает типа хуй знает куда. И вот сразу после этого даже пришлось побеждать в собственном турнире, чтобы доказать, что в гольф-то он играть умеет, вот. Ну и, в общем, поехал президент Финляндии, поиграл в гольф с Трампом. Наверное, поддался, чем расположил Трампа к себе. И вот как-то в этой связи с этим связывают какое-то, скажем так, не знаю, насколько в этом есть зерна правды, скажем так, радикализацию, может, обострение трамповской риторики, в смысле по линию к Москве. Он сказал что-то критичное о Путине, да, что-то критичное о Путине. Нужно еще сказать, что этот президент Финляндии вроде как предложил Трампу к 20 апрелю поставить какую-то крайнюю дату 20 апреля, это прекращение огня, да, полное. Но нет никаких подтверждений, что Трамп на это реально согласился, да, публичных. Там фигурирует какое-то слово без даты, да, которое звучит, как Трамп это называет. Он позже это комментировал журналистам на борту самолета. Ну да, нужно сказать, что он на этом Air Force One общается все время с журналистами и летает на нем в Мару-Лагу, а там тоже играет в гольф, да. Ну, в общем, там он как-то более развернуто это комментировал и в частности сказал, что вот такое теперь словосочетание, есть психологический дедлайн для Путина, когда он поймет, что Путин, наверное, его водит за нос, ну, что бы это ни значило. На борту этого же, да, Air Force One он сказал журналистам, ну вот, в целом все сначала звучало как Трамп зол на Путина, в смысле на подводного Путина, Путин, который на подводной лодке, сказал, что Зеленский нелегитимный, надо, мы их не додушим, а добьем, это мы на прошлом стриме обсуждали, надо временное управление под эгидой ООН, как в Восточном Тимуре. Ну, сильное заявление, непонятно, типа, в чем смысл такого повышения ставок. Наверное, если бы он это не сказал, можно было бы вообще остаться дальше абсолютно непогрешимым дружбаном Трампа. Но тем не менее. Оказалось, что он не так уж и зол, оказалось так. Ну вот так звучат слова Трампа. Он говорит о том, что все, конечно, может быть, очень не хотелось бы, чтобы Путин несерьезно был настроен к миру. Очень бы не хотелось провала этого всего. Это, конечно, может быть, но он говорит, я верю слову Путина. Я верю слову Путина, я верю, что он будет держать свое слово. Ну, то есть, наверное, из контекста следует, что все-таки все-таки, наверное, Путин Трампу что-то пообещал, вот именно конкретное. Ну, нигде это не зафиксировано, но, наверное, он ему что-то пообещал, чему Трамп верит. Я не берусь говорить, там, будет это выполнено, не будет выполнено, будет ли колдун послан нахуй или нет. И что после этого будет, это, конечно, еще более открытый, да, разговор, еще более открытая дискуссия с непонятными какими-то выводами. Но вот пока что вырисовывается что-то такое, да. Просто пытаюсь понять то, из чего произрастает вот этот бесконечный оптимизм трамповской администрации. То есть поначалу мне казалось, что скажем так, за фасадом этого оптимизма так и будет похоронено все, что здесь происходит. Но нет, все-таки у него, видимо, есть, хоть и такие зыбкие, но какие-то основания. И на основании этих слов, на основании, возможно, этого обещания, они постоянно говорят о том, что, ну, там продвижение есть, все будет, но не сразу. Ну и, в общем, все, что вы слышите от топовых американских чиновников и самого Трампа. В общем, да, там же на борту этого Air Force One, но вот это, мне кажется, важнее всего. И мне кажется, что вот в этом вполне возможно кроется какой-то ответ на вопрос, а какие реальные намерения и как реально будет развиваться ситуация, если со стороны России колдун, то есть американский президент, будет послан нахуй
Путин откажется от своих слов или скажет, что их неправильно перевели, или скажет, что мы договаривались, но по-другому надо было снять санкции с Россельхоз там банка, и, ну, в общем, какие-то появятся такие условия, в общем, нет. И под этим я подразумеваю, конечно, жесткие противоречия по минеральной сделке. Сделка по редкоземельным, жидкоземельным, тихоземельным. Сделка по редкоземельным металлам, да, которую США навязывают Украине. Ну, диктуют Украине. Сделка стала жестче. Ну, я перескажу, наверное, то, что было на прошлом стриме, но это важно. Все-таки сделка стала жестче, чем то, что нам обещали в начале, да. То есть это как переговоры в войне, где с каждой итерацией переговоров твоя позиция все хуже. Так и здесь. Ну и действительно, многие уже сказали о том, что это украинские чиновники, западные журналисты, эксперты, сказали о том, что это похоже на репарации или контрибуции, наложенные на Украину, которая воевала с США и проиграла США, да. Скажем так, как что-то, что наложили на побежденного, что-то, что наложил или положил на побежденного победитель, да. В общем, горе побежденному. Понятно, что в администрации американской наверняка хорошо понимают, что и прошлые условия были не сахар, и Украина об этом много говорила, и что, скажем так, ужесточение этих условий создает большие проблемы именно президенту Зеленскому, в том смысле, что он, ну, не имеет возможности на них пойти, да, потому что, очевидно, потребуется ратификация украинским парламентом, а все парламентарии уже сказали, что этого делать не будут, то есть сопротивление будет очень, очень жесткое, и если это попытаться реализовывать, то, скажем так, это очень-очень сильно скажется на именно политической жизни, да, самого президента Зеленского. Не хочется говорить, что на продолжительности политической жизни Зеленского, но это точно создаст ему, ну, возможно, неразрешаемые проблемы во внутренней политике. При этом и отказаться от этого, ну, непонятно, как от этого отказаться. Отказаться, очевидно, послать колдуна нахуй. Трамп это подтверждает. Там же, на борту этого Air Force One, его об этом не спрашивали, нужно сказать. Он сам решил это прокомментировать и сказал, что ну, там какое-то предложение, я его угруппировал так, что Трампу кажется, что, ну, он это говорит, по крайней мере, что Зеленский хочет в НАТО. То есть основная его, как бы, скажем так, основная какая-то претензия Зеленского по линии этой сделки редкоземельной, это его желание вступить в НАТО. Но это на самом деле не совсем правда. Я думаю, что сейчас в Киеве вопрос, блядь, типа не взять на себя долг, да, добиться чего-то такого приемлемого, что можно протащить через парламент, что-то, что можно выдать как неполный провал, что-то, что можно выдать как приемлемое для принятия там парламентом, ну и вообще для одобрения там в народе, да. И думаю, это уж точно не НАТО, хотя о гарантиях безопасности они говорили. Но Трамп это выражает так, что Зеленский хочет НАТО, и, в общем, если он откажется, то будут у него проблемы. В общем, он не намерен отступать, ну, думаю, это и было понятно, что они предлагали, ну, не собираясь отступать. То есть, если бы хотели, предложили бы что-то более приемлемое. Понятно им было изначально, что они предлагают что-то неприемлемое, и непонятно, как президенту Зеленскому себя в этом случае вести. И зачем они создают такой болезненный рычаг. Ну, понятно, штамп этот уже, все от него устали, но действительно, зачем они создают президенту Зеленскому эту растяжку? Непонятно, как они ее будут использовать. То есть, ну, не знаю, мне почему-то на ум приходит, ну, кажется, да, или они хотят истребить Зеленского прямо здесь и сейчас, да, вместе с Украиной. Или они это будут куда-то убирать на какое-то время, а потом, если пан президент как-то будет себя не так вести или как-то слишком много и тесно общаться с европейцами, да, то они будут опять это доставать и говорить: слушай, вот, блядь, сделка, ты уже который день ее не подписываешь. Ты хочешь еще более плохих условий? Потому что если они действительно настроены как-то увидеть ее подписание в ближайшие дни, я не представляю, как это должно выглядеть, как на это должен согласиться президент. То есть, как я уже сказал, ну, на его стороне все аргументы, почему ее подписывать нельзя, не нужно, и эти аргументы, они найдут отклик там везде, и в первую очередь у народа, да, Украины. Потому что, ну, очевидно, что нельзя брать на себя несуществующие долговые обязательства, да, ну, задним числом. Но при этом также понятно, что США нас уже применяли к нам такие инструменты шантажа, как остановка военной помощи,
И просто нужно еще не забывать, что параллельно с остановкой военной помощи они очень неплохо раскручивают свою информационную машину против Украины. Понятно, что там, может, не стоит сильно переоценивать те инструменты Твиттера, но нужно понимать, что это и не на полную мощность, да. Думаю, Украине эта критика ни к чему, чтобы ни с того ни с сего начала массово афишироваться ее, скажем так, проблемы с мобилизацией, да. И, в общем, к чему, что последствия могут быть очень тяжелые. И на ум приходит, ну вот, как я сказал, вот эта версия о том, что это, ну, просто еще один рычаг давления на Украину, который не означает, что они собираются применять прямо сейчас. Да, либо приходит на ум то, что вот в случае, конечно, вполне вероятного, да, провала вот этой перезагрузки с Москвой, да, каких-то договоренностей, то президента Зеленского вместе с Украиной спишут, конечно, по линии того, что они не захотели подписывать эту сделку, чем оскорбили Трампа и американский народ, и американский парламент, американский народ как налогоплательщиков, которые хотят возвращения своих средств, которые они вложили в Украину, ну и так далее, и так далее. Мы, в принципе, это уже слышали, просто, ну, это то, что приходит на ум, и это, согласитесь, грустно. Просто это пока что то, что существует. России же, да, и подводному Путину, в смысле Путину на подводной лодке, он обещает вторичные санкции, да, санкции на страны, которые помогают России обходить санкции. Понятно, что это далеко не та там пуля на вылет, которая сложит российское государство в один момент. Это вообще, блядь, не очень сильный инструмент. И размышляя на этот счет, понимаешь, что особо-то сильных инструментов и не осталось, да, потому что у Украины исчерпываются какие-то, ну, на мой взгляд, невосполнимые ресурсы, да, например, мобилизационные. То есть, ну и главное, что эта администрация никогда не говорила об этом и вряд ли когда-нибудь скажет, что она настроена в случае чего поддержку Украины нарастить. Да, они всегда говорили об обратном, так что я бы на это не надеялся, на дождь из оружия. И главное, что у них есть уже понимание, что этот дождь из оружия не поможет. Ну, мне так кажется. То в этом смысле, взвешивая какие-то зыбкие угрозы на фоне еще и все время подчеркивания вот этих доверительных отношений, я Путину верю, Путин на самом деле хороший, какие-то угрозы какими-то санкциями и, конечно, нам уже предложенную вот эту очень жесткую сделку, ну, блин, для президента есть либо плохое решение, либо очень плохое решение, непонятно, какое из них хуже. То в этом смысле, конечно, приходишь к очень грустным выводам, да, что кто станет жертвой не то что договорника, да, и жертвой перезагрузки американо-российских отношений, а кто станет жертвой не договорника и, возможно, не перезагрузки этих отношений. Ну, в общем, вот так. Нужно ли говорить, что все медиа пишут о том, что ключевое в сделке вообще теперь, да, самое главное, это, конечно, возврат денег. То есть раньше это выдавалось там как-то еще как-то, ну, как-то там, что совместное развитие. Теперь там на первом месте США, что это фонд по реконструкции США и Украины. Ну, как-то, в общем, так. Ну, это довольно все забавно, но все медиа выделяют то, что на первом месте теперь это возвращение денег, возмещение денег. Ну, то есть именно самое ключевое, неприемлемое, на мой взгляд, для Украины. То есть гарантии безопасности можно было потерпеть. Мне кажется, это такое называние максимальной цены со стороны Украины, да, вот в рамках торгов. Но, конечно, согласиться на долг, которого нет, думаю, никто не пойдет еще и в такой ущерб себе. Даже не в то, что там долгосрочно кто-то лишится власти или что-то такое, каких-то олигархов. Нет, а в том смысле, что сейчас неприемлемо политически. В общем, да, понятно. Ну, тоже немало шуму надела стаття в The Economist, которая нам сообщает о том, что пан президент Зеленский провів нараду и уже провел совещание, да, собрал там своих этих представителей своей политической силы и уже готовится ни много ни мало к прекращению огня в апреле и к выборам в конце лета, а то и осенью. Ну, там они называют более ранний срок, но Центральная избирательная комиссия наша говорит, что, конечно, так рано не выйдет, там надо еще разогнаться немного. И типа к концу лета или к осени, если огонь прекратится. В офисе президента вообще уже опровергли, что такой слет был и что это обсуждалось. Ну, я думаю, что истина здесь где-то посредине. Слет, естественно, был. И мне кажется, что всегда люди, мы с вами, да, становимся жертвами вот такой манипуляции, в смысле в новостях. В том плане, что вот планы, всегда вот планы.
и в политике, и в военном деле. Планам уделяется слишком много внимания, да, в новостях. Планы есть обо всем и везде. В этом смысл планирования. Ты планируешь на все сценарии. Было бы странно, если бы они не готовились вдруг к такому прекращению огня. Я всегда об этом говорил и не устаю об этом говорить, что там, когда мы узнаем, что Петр Порошенко готовится к выборам, ну это раньше когда-то было, там, да, что-то ОПшное проталкивало такие новости, наверняка готовится. И наверняка готовятся сейчас особенно активно, потому что разговоры о мире более сильны, да, и как-то все более и более сильнее обещают мир. Ну, тут, видите, каждый день, конечно, все меняется, буквально каждый день. Но там, условно, неделю назад очень сильные были разговоры о мире, и прямо чуть ли он не материализовывался уже, да. То стоит понимать, конечно, что это не так устроено, что там рептилоиды сообщают Петру Порошенку, да, там, ну или, ну да, рептилоиды, еврочиновники звонят, говорят: Петька, готовься, блядь, все, уже договорились, все, договорняк, готовься, вот выборы такой-то срок будут, там-то закончится военное положение, хуярь, готов выборы. И он такой: хорошо, и все, начинаются, типа, съезжают. Да нет, это не так, да, устроено, мне кажется, да, мы смотрим как бы задом наперед на эту ситуацию. Конечно, они просто наблюдают за тем, что происходит, и готовятся к возможным, как бы, к возможному развитию событий, в том числе и такому. Потому что, ну, лучше быть готовым, чем не готовым, это очевидно. Ну и сейчас, как никогда с начала войны, понятно, в Украине активизировалась политическая жизнь. Каждый любой там задохлый, зашоренный, под самым там дном народный депутат, народная депутатша завела там свой YouTube, ходят они по каналам, толкают какие-то острые речи. Многие политики оппозиционные вообще стали там на дыбы и говорят то, что в начале войны сложно было себе даже представить. Ну, в общем, понятно, да, что сейчас, конечно, политическая жизнь как никогда активная, но не стоит смотреть задом наперед, да, что она активная, потому что знает, что будет мир. Она активная, потому что думает, что мир может быть возможен. А кто скажет, что невозможно? Действительно, об этом много говорят. Тут как бы вот так, да. Одно подгоняет другое, но не так, что у них есть об этом уверенность, как люди часто об этом думают. Вот, ну и тут, да, такого же рода статья, что, ну, наверняка они планируют, наверняка этот съезд был, наверняка такую вероятность они рассматривают, но это абсолютно не означает, на мой взгляд, и никак не доказывает того, что это однозначно случится и мир наступит в ближайшее время. Да, статья New York Times про американо-украинское военное взаимодействие на протяжении всей войны. Ну, скажем так, цитата из той статьи, она попала в заголовок стрима. Честно говоря, ничего интересного. Ну, мне кажется, что, ну, там действительно, наверное, все правдивое, почти, да, но есть много, мне кажется, каких-то авторских додумываний. Как это, я даже не знаю назвать. Художественный вымысел, да, добавлен художественный вымысел. Довольно интересно, почитайте. Мне именно вот как материал интересно прочесть. Это почти что маленькая книжка. Ну, читаешь, понимаешь, что это, конечно, компиляция из того, что мы и так на протяжении войны читали, причем по горячим следам, типа, и про крейсер «Москва», что они там были недовольны, это был какой-то щек, мы уже знали. И про то, что как надо было вести контрнаступ, а мы вели не так, и что Сырский там пошел на Бахмут, а надо было не на Бахмут. Это мы, в принципе, тоже уже знали, об этом тоже читали, притом по горячим следам, наверняка в этом же Нью-Йорк Таймсе, да. И про то, что там у них есть какой-то код доступа, пин-код на Хаймарсах, и они могут их отключать чуть ли не в полете, и Украина каждую цель согласовывает с США для того, чтобы узнать этот пин-код. Мы тоже знали, об этом читали. Если говорить о художественных вымыслах, то там, ну, то есть есть действительно наверняка какая-то конкуренция между Сырским, ну, и Залужным. Залужный ее проиграл по множеству причин, да, политических в первую очередь. Ну, понятно, что между ними какая-то конкуренция была, и до чего она доводится в этом материале New York Times. Правда, я там этой строчки не нашел, я ее видел только в цитатах, но там они говорят, что Залужный передразнивал Сырского, что не может на мове говорить, и говорит, как, ну, как ранний Азаров, да. И он его передразнивал по этой теме и называл русским генералом. Я сомневаюсь, что это правда, потому что я уверен, что все их ставки проходят на русском языке, хотя, конечно, есть свидетельство, что это не так. Но мне кажется, что это так. К тому же еще учитывая, что абсолютно не беспроблемно, а очень проблемно, вполне себе проблемно, и сам генерал Залужный говорит на украинской мове, да, то есть у него далеко не там идеальный фарионовский язык, да, далеко не фарионевская украинская мова.
Думаю, вот это и там такие какие-то плюс-минус детали, наверное, вымышлены все-таки, да, художественный вымысел. Ну, в общем, вот такая стаття. Ну, дальше у нас такі більш комічні новини, как всегда. Это то, что Министерство обороны Украины создали Управление космической политики. Управление космической политики. Пока что у него, типа, в задачах это разработка нормативно-правовой базы, поиск самых, э, а- поиск самых актуальных космических технологий, а также взаимодействие с внутренними и внешними стейкхолдерами. Ну вот это стейкхолдеры, это уже гиперлуп, конечно. Совершенно не зря сюда добавлено, сразу понятно. Понятно настроение, когда слышишь какие-то стейкхолдеры, там, профит, лосс, ну что-то такое, что-то из разряда какой-то лудомании. Наверняка надо нам это космические войска там, или что там, департамент в Министерстве обороны космический. Но я бы на их месте, конечно, с меньшей помпой его подавал, потому что на фоне там всех остальных скандалов, которыми обросло за время войны наше Министерство обороны, от бронежилетов с завышенным классом через фирму-прокладку народного депутата Украины, куртки, то же самое, да, тоже через народного депутата Украины, через его фирму-прокладку куртки, которые по дороге из там демисезонных маломерок превращались в зимние. На фоне типа невозможности делать мины, на фоне невозможности купить что-то за границей. На фоне вот этого всего я бы, конечно, может, на их месте типа тайно создавал эту космическую там программу свою. Ну, еще и нужно сказать, что, конечно, исходя из целей этой программы, то, чем они сейчас будут первый час, первое время заниматься, вот эта разработка нормативно про... Ну, то есть нихуя, в смысле поглощения денег, но и люди, которые служат в армии, будут здесь сидеть. Ну, то есть, в смысле, да, вопрос бронирования, да. Ну, это поразительно. Ну и, конечно, комичность есть у этой новости. Я прям ее, конечно, так бы там не ржал, прямо что из Файной Украины показывают вот этих космонавтов. Помните, там был номер про космонавтов. Ну, это, конечно, наверное, слишком, но они сами это сделали, да. Понятно, что с их скандальностью, их статусом, им лучше суперсекретно было там создать это, посадить туда своих друзей, чтобы им призыв в армию не угрожал. Ну и так сидеть. Сколько там еще таких департаментов в Министерстве обороны? Со стейкхолдерами, внутренними и внешними. Следующая новина. Министры обороны балтийских стран против остановки войны. Ну, это я, наверное, приукрасил. Они, в смысле, ну, невыгодно им, не заинтересованы в остановке войны в Украине. Это статья Financial Times с комментариями министров обороны балтийских стран, которые говорят, что, ну, конечно, ну, это факт жизни, который, ну, мне кажется, только, что называется, ежу понятен, да, только дурак этого не понимает, что, ну, пока российские войска физически вовлечены в войне в Украине, то там никому ничего не угрожает, да, из российских соседей, да. Вроде мысль понятная, но все равно какой-то скандал происходит. А в чем скандал? В том, что Гончаренко, да, народный депутат Украины, написал, что ну это ненормально, что за счет наших ресурсов, да, балтийские страны обеспечивают себе безопасность какую-то. Это совершенно не круто. Почему мы? Пускай они сами разбираются, а мы не будем, да. Ну, он, видимо, забыл, что мы щит Европы, который мы сами себя им назначили. Я помню слова генерала Залужного, который говорил, что если нужно защитить Европу, то мы мобилизуем даже женщин. Видимо, он этого не понимает. Опять-таки, неужели он не понимает этот профит для нас? Пока мы здесь находимся, балтийские страны были приняты в НАТО. Балтийские страны передали нам весь свой вертолетный парк, 3 вертолета. Ну, то есть это реальные страны-слоны. Как можно этого профита не понимать? Ему пишет, да, там, ну, у них какие-то сейчас там тяжелые отношения из-за того, что проблемы с отчетностью у волонтеров, да, Стерненко ему пишет, ну, они через него пытаются проецировать куда-то там свои атаки на Петра Порошенко, хотя тот уже в очень тяжелом состоянии. Ну и да, они там пишут что-то в таком роде, типа вот этот подсос Петра Порошенко, интересно, а это Петр Порошенко так ездил и европейским союзникам тоже говорил? Да так и нужно было европейским союзникам говорить. Гораздо лучше наша судьба бы сложилась. Если они им так не говорили, то они дураки. А более того, ну это какое-то абсолютное преступление против народа Украины. Народный депутат Украины должен был поехать и именно это им сказать, что ну народ Украины не будет
своей ценой отстаивать ваши интересы и ваше благополучие. Простая логика. Удивительно, что она у нас извратилась до какого-то такого, блядь, беспредела, что это что-то не самоочевидное. Ну, в общем, да. Ну и страшно, конечно, что люди в принципе это не понимают, для них это какое-то открытие, что там генерал Бундесвера говорит, что ну нам бы, чтобы война лет там еще 10 пошла, была бы пушка. В Балтийские страны то же самое. Люди вообще, блядь, не понимают, в какой они оказались ситуации, и главное, что они к ней шли типа долго, да, и мы это место определенное в архитектуре безопасности в Европе занимаем уже очень давно, да, с момента расширения восточного фланга НАТО. Мы как бы сразу стали такой подушкой для битья. Ну, в общем, понятно. Читаю, что написано. Джокера свалили за доксинг. Ну, забанили телеграм-канал Джокер. Ну, такой, не знаю. Наверное, одна из позорных страниц истории Украины. Не сказать, что полностью перевернута. Ну, вот обычный бандит-вымогатель. Типа присосался где-то там к каким-то АПшным людям. С ними делился, естественно, деньгами. И, ну... Я думал, честно говоря, и много вам раз озвучивал эту идею, что, возможно, этот телеграм-канал довольно крупный станет ключом к блокировке телеграма в Украине, ну, к запрету телеграма в Украине. Скажут, что телеграм используется, блядь, для вымогательства вот такого, и, ну, надо ввести какой-то контроль, может заблокировать его. Но нет, видите, он там опубликовал данные Суркиса, еще кого-то личные. И после этого канал ему заблокировали. Нужно также сказать, что вот этот доксинг, ну, я, может, дурак там, или, ну, я не юрист, но вроде как в любой юрисдикции, в том числе и даже в украинской, публикование этих данных – это преступление в целом, да, личных данных, то, ну, понятно, украинская Фемида молчит. Раз уж вспомнил украинское право, украинскую полицию, украинский суд, этой новости у меня не виписано, но прочел, що львівські поліцейські відкрили справу там чи провадження, ну, как я сказал, не юрист, не знаю, ну, в общем, занялись как-то там, началась какая-то деятельность по убитой вот этой украинской, не убитой, боже, она выжила, ну, по переломанной вот этой украинской девочке в Дубае, да, она там вебкамщица или эскортница, ну, вы помните, переломали ее, там побили, я вот жаловался, но, видите, все-таки как-то работают люди там и что-то там расследуют. Ну все, це наче остання новина. Лепен за грати, Лепен за грати. Пол начала стрима мы эту Лепен обсуждали. Довольно интересно, что типа вот внутренняя политика Франции как-то там какое-то первостепенное заняла место над политикой мировой и над вот таким делением западной политики на блоки, да, потому что вот Марин Ле Пен, она пыталась дистанцироваться все-таки от Трампа довольно сильно, да, несмотря на то, что казалось бы, там вот, ну вот как Орбан, да, вот он наоборот, понимая, что к власти приходит Трамп, все, и он с ним отношения поддерживал и только наращивал. Мари Ле Пен пыталась от него дистанцироваться и куда-то все время какое-то, скажем так, сложное мнение озвучивала на тему Украины, да, и того, как должна закончиться война и так далее, то есть отмежевывалась от этого. И это и не помогло, это и абсолютно не помогло. Ну, я знаю, что понимаю, что там еще какая-то возможность апелляции, но довольно интересно, да, как стала выглядеть структура французской политики, начиная с вот этого ареста Дурова, заканчивая вот этим. Интересно посмотреть, как будут выглядеть у них выборы, да. Ну, не знаю, наверное, будет вторично, если я скажу, что какие-то двери открываются молодому Борделле. Смотрел, вот, ну, довольно забавные реально карикатуры в Шарли Эбдо, там, ТикТок борделла и борделла типа елдой крутит. Это, по-моему, довольно забавно. Да, ну, надеюсь, что так и есть, что, может, открываются действительно двери чему-то новому. Мне кажется, что это должен быть самый большой страх для политиков, которые вот так ведут какую-то последовательную... Ну, это свойственно политическим силам, да, давно уже у власти Макрон. Какие-то вот такие репрессивные меры. Ну, то есть я понимаю, что это очень грубо будет сказать, репрессивные, да. Но вы поняли, что я имею в виду, да. Как-то устраняющие своих политических оппонентов, как-то используя свое влияние. И я думаю, что они должны, конечно, этого бояться, что ты всегда открываешь двери чему-то новому и неизвестному, да. Я вот надеюсь, что этот феномен сработает в украинской политике. Я не знаю как, я не знаю где, но верю в трансформацию вот нашего информационного пространства, да, современного. Сейчас какие-то технологии, блядь, тиктоки, хуёки там вон.
приходится снимать кандидатов с выборов. В общем, ты никогда не знаешь, что ты сейчас себе сам своими решениями создаешь. Это не так же, как было лет 10 назад, например. И в этом смысле, да, верю, что в Украине также это будет работать, что сейчас президент Зеленский там подобивает, позапугивает своих политических оппонентов, но тем самым освободит, возможно, дорогу чему-то неизвестному, еще новому, от чего мы все ахнем. Но это может мечты. А, да, про Мари Ле Пен, ну, может, видите, эти полумеры дистанцирования от Трампа, ну, понятно, наверное, идеологически действительно понятно, что с чем связан такой ее отдаление и какой у них в головах европоцентризм. Но, может, если бы не эти полумеры, может быть, что-то по-другому у нее сложилось. А может и нет. Ну, в общем, вот так. Друзья, ну войны закончилась, я читаю ваш чат и выключаю стрим. Наверное, сегодня я вашего коммуниста смотреть не буду. Посмотрю в другой день, когда может, меньше будет, блядь, слов. Да, довольно интересно из той статьи New York Times, что там они по поводу вот этих аргументов бить не бить по России, почему не передавать разведданные, ну, как-то мы об этой мысли догадывались, но там ты получаешь какие-то подтверждения все-таки. Там они приводят, да, такую мысль о том, что вот так американцы рассуждают, что ну вот мы сейчас, если начнем передавать Украине разведданные в полной мере о объектах на континентальной, да, России, вот и в глубине России. О, блядь, а представьте, если, ну и там первых лиц, генералов, Герасимова они там приводят в пример, и они так рассуждают, что да, интересно. А вот если, конечно, представьте, если россияне начнут передавать там в каком-то нашем конфликте разведданные о нас. Действительно. Поймался я на мысли, что почему-то фраза «генеральная репетиция» у меня ассоциируется с запахом затхлой половой тряпки и мокрого мела. Ну да, у меня тоже. Поэтому ми это і говоримо. Там зі статтєю Economist цікаво виходить. Вони в тій статті заявляють, що Зеленський хоче застати зненацька своїх політопонентів, і тут зразу ОП заявляє про неправдиву інформацію. Не, ну то, что им, конечно, было бы выгодно как можно скорее провести выборы и как можно меньше времени оставить для подготовки оппозиции, для политической борьбы, это факт. К тому же еще и с каждым днем, типа, ну, скажем так, дела, наверное, будут идти хуже и хуже, и, ну, президенту Зеленскому там на рост какой-то, да, чего-то надеяться не приходится. То в этом смысле, конечно, им было бы, конечно, интереснее все поскорее сделать, но не знаю, сколько этому есть возможности. С этим аргументом я, конечно, согласен, но его почему-то не вспомнил. Просто аргумент в пользу того, что у них есть уверенность. Если оппозиция говорит то, что говорит, ну, допустим, договорняк и выборы далеко, то эти слова им поперек станут. Говоря это, они довольно-таки сильно полагаются на договорняк. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, они пытаются соответствовать градусу борьбы. К тому же, ну, если посмотрим, то поймем, что, конечно, борьба, ну, что называется, обострилась, типа, не на жизнь, а на смерть. Людям санкции вводят, там, ну, просто сидеть сложа руки, есть шанс покинуть, скажем так, украинские політичне поле. То я думаю, что это такие, как бы понял, саморазгоняющиеся процессы. Які нахуй стейкхолдери? Беріть краще свинячу шию з базару на шашлик. Гарна ідея. Пан президент устраняет конкурентов Арестовича. Не, я не знаю, но чувство есть у меня, что мы будем шокированы политичным сезоном в Украине. Мне вообще представляется, что если Зеленский пошлет всех первых лиц нахрен, то быстрее освобождение территорий бы происходило. Ну и хуй с ними. В Украине что, некому данные передать для украинцев? Соглы. Ты не в курсе, о чем заключаются обвинения Кличка? Все, кому не лень, кричат, что он построил Дримтаун. Ричка, Дримтаунка. Да, и этого туннелю стало плохо. Но подождите, Дримтаун построил в 2009-м, мэром был Черновецкий, а Кличко стал мэром с 2014 года прошло нахуй уже 1000 лет. Киев выглядит как Аддис-Абеба. При этом кенты его там палатные, малатные, ну сейчас все их фамилии там все время, блядь, комарницкие, мамарницкие, только жиреют, только богатеют. Я не знаю, ну это, блядь... Я понимаю, что вещь очевидна, а очевидном всегда говорить сложно. Деньги все украдены, Кличко, блядь, выстроил страшную бандитскую вертикаль в Киеве с борделями, блядь, со всей хуйней, с публичными домами. Еще и обзавелся поддержкой, да, где-то на Западе, среди западных каких-то элит. На чем долго балансировал. Я не знаю, это битва двух говен, в смысле офиса президента и Кличка. И, конечно, для баланса сил и для децентрализации лучше, конечно, Кличко, да, но лучше быть за Кличка. С другой стороны, это такое говно, это ж, ну, прям худшее, что есть. Невозможно здесь выбирать. Ну, просто много раз уже говорили о Кличке, и сложно повторяться. Да, а про Дримтаун и речку, блядь, это... Действительно, правильно говорят, что не тот торговый центр, там вот это Ocean Plaza
регионаловская, да, чуть-чуть буквально медведчуковская была. Но если мы про туннель метро. Мне кажется, что большой процент проблем Украины, он связан с Киевом. И, ну, вот психологически буквально представьте западного лидера любого. Байден когда-то в Киев приезжал. Представьте, блядь, ну вот ты приезжаешь в Киев, что ты видишь? Ну, вообще, это, блядь, безнадежно. Мне кажется, это важно психологически. Я бы их лучше не в Киев, а куда-то в другое место возил бы. Это страшно показывать. Это многое говорит о нас, как об обществе. Там просто, ну, куда ни копни, везде украли. Про мост смотришь, на мосту, ну, блядь, понятно, что все плохо выглядит. На мосту спиздили, на том спиздили. Мафия ворует машины, ну, в смысле, эвакуация машин. Там, блядь, пробу негде ставить. Как вы это допустили? Зарядку делаете, а в тренажерный зал ходите? Слышь, Рэбе Марцинкевич, ты с какой страны вообще? В какой стране живешь? Какой зал нахуй? Зарядку делаю, но знаешь, это как поздно пить боржоми, когда почки уже отпали. Тут уже зарядка, блядь, не поможет. Тут уже только надо вмешательство врачебное, медицинское. Так, сейчас, ну, меньше, больше, кого это ебет особо? Я сегодня читал, что в Николаеве вообще не громадянина Украины поймали. Видимо, он был гражданин мира по морскому праву. Ну, Николаев все-таки там море. Увидел в рекомендациях на ютубе ту девочку, которая втирала за Субурби. Я ее забыл, но какая-то девочка попадает в рекомендации, наверное, то она. Офигел от подачи, так как редко смотрю такой сегмент. Понятно, что в их голове вставлять в каждой фразе «рашка плохая» выглядит как гражданская позиция войны света, особенно в женском коллективе соцдавление высокое за любой бредик. Но это хуже рашки. Там проговаривать манты заставляет мент с бутылкой, а тут ты добровольно ошейник надеваешь. Ты шо, блядь, хочешь сказать? Ты шо? Шо ты хочешь сказать, я не понимаю. Ты шо хочешь сказать вообще, я не понимаю. Я не смотрел ту хуйню и не буду. Неважно. А, так тут всім треба єднатись, так переможемо. Так що нехуй пиздеть. А насчет вот давления женского, не, я просто думаю, что они, ну, более восприимчивы к пропаганде и более конформистски. И то не все. Да и все тут. Типа, я бы вот эту строчку про мента с бутылкой и добровольный ошейник сюда бы не примерял. Да, ситуации разные. Маргинал сказал, что оппозиция в Украине не на часе. Я думаю, в Америке оппозиция не на часе. Быстрее бы Трамп ее разогнал, правильно? Что-то сегодня послушал крайний эфир Олега Кашина на Гвозде, вдохновился и заказал биографию Пазолини. Кто это такой, я в душе не ебу, но артефакт должен быть интересный. Пазолини, видимо, он придумал пазлы. Начал смотреть «Клан Сопрано», посмотрел уже 11 серий, ебать качественно, поймал себя на мысли, что если заменить Нью-Джерси на Оболонь, а итальянцев на армян, нихуя не поменяется и будет выглядеть лаконично. Но это, наверное, лучший сериал, но все же сериал. Не знаю, сложно судить. Я пытаюсь вспомнить Рамзес Вижен, это все про субурбии. Ее мнение там. И не помню, что там было, честно говоря. Но помню, что какой-то недостаток опыта буквально жизненного бросается в глаза. Зарядку надо делать. Поздно это после 50, ну или после 40. Или если ты как Жмиль, 27 выглядишь на 35. Ты выглядишь как человек, так что на... Не, это делаю, толку мало, просто не помогает. Спина болит-то. А кого ты считаешь оппозиционером? Человека-политика, который не согласен с действующей властью или любого критика власти? Зависит от ситуации. Вообще, любой, кто не у власти, да, но в политике. Вот эту-то я новость забыл. Ну что там, Европа провела очередные фуршеты, просадив на них все деньги, а остаток отдала на помощь в строительстве молодой сирийской демократии. Зря вы так говорите, я упустил новость. Визит Каи Каллас в Туркменистан, блядь. Вот это смешно, действительно. Провели обмен мнениями. Ну это буквально, Барат. Финский президент Сукуб, да, финский президент за гольфом шепчет Трампу, что русским нельзя доверять, а тот внимательно слушает и готовит санкции. Может, вся загвоздка в том, что Зеленский не умеет играть в гольф? Да, наверняка в этом. Какие кринжовые пускания пыли в глаза перед домовняком? Он против, нет, он за, ты хороший, я плохая, ты хороший. Нет, он за, нет, они против, нет, они за. Каждый день делают нелепую фигню, которая
обваливает уровень жизни. Но вот нормально зафиксировать очевидные военные исходы, так это до конца. Крутить, вертеть, запутать, хотеть, стесняются завышенных ожиданий. Не знаю. А одеський сік пам'ятаєш? Ну він же й досі є, не? Так в Украине нихуя гольф-клубов нет. 2, по-моему, на всю страну, что такое. Ну, даже не знаю, гольф-клуб, поле для гольфа. Вот если бы Турксистанский Бердымухамедов бы записался в НАФО, можно было смело брать Туркменистан в ЕС вместо Венгрии. Да, факт. Джорджеску забанили. Ле Пен садять у турму. А Орбана хочуть німці позбавити фінансування та права голосу. А чи правильно боротися за демократію такими методами? Хіба ці кроки не принесуть більше горя Європі, ніж чесна конкуренція з проросійськими кандидатами навіть з чесними кандидатами навіть, чи якщо ті братимуть більше влади, ніж раніше? І візит до туркменів від Калас – це обмін досвідом чи щось інше? Мені сложно об'яснити візит Каи Калас в Туркменистан. Ну, наверное, это в их головах должно выглядеть что-то типа визит в глубокий российский тыл. Каким-то вот этим беком. Хотя не такой же российский тыл, как не знаю что. Ну, типа, вообще ничего. Выглядит это странно. Это не вызывает никакой реакции, только потому что люди не знают вообще в мире, что за страна такая Туркменистан. Так бы это выглядело более дико. Это как поехать, но я даже не знаю куда, ничего на ум не приходит. Таких стран, как Туркменистан, нет. В Северную Корею, может. Ну, все равно не тот контекст. А что касательно борьбы за власть в Европе, ну, предсказуемо же все развивается, да? Все, что можно об этом сказать, что все развивается предсказуемо, без приколов. В Туркменистане же выборы скоро. Выборы в Туркменистане это пиздец. Просто вот это интересный вопрос про политичную борьбу в Европе. И что-то я даже о нем думал, а вот сейчас уже забыл, реально сказать нечего. Причем я где-то кого-то хотел похвалить. Ну що там вже не знаю кого і где. А їй золотий пам'ятник собаці Бердымухамедова старшего показали, не знаю. А пирамиду из дынь, как Путину показывал Бердымухамедов, по-моему. Прям пирамида из дынь. В Европе такое хуй соберешь. Господин Д. У вас просто очаровательное панно позади. Чье авторство, с вашего позволения? Ты так спросил, будто бы я знаю. Я не знаю. Знаю, что это это каталог Дрезденского музея, который я то ли на барахолке купил, то ли в интернете купил. Не помню. Но основной прикол этой картины, да, в чем ее пасхалка, в том, что если сесть вот так, кажется, будто бы один из персонажей долбит в ухо мозг мой. Долбит, типа, своим причиндалом мозг. И это, если задуматься, это очень, типа, символично отражает суть стрима моего, да. Долбят в мозг. Хорошо. Дивно, що Німеччина не хоче брати в свої руки право вибирати європейську політику, або не може. Бо зараз тільки ім'я Макрона і Страммера звучить як керівних осіб. Вони грають в імперію 21 століття в дусі Європи. Ну, в тому-то і діло, що грають. Інтересно, до чого вони дограються, да. А так то да, ну тут талант, да, какой-то Макрона. Но я не знаю, просто сложно. Талант какую-то позитивную коннотацию носит, да. Он действует, а к чему действия приведут, надо посмотреть. Я не про картину, я про Иисуса. Ну Иисус это барельеф гипсовый. Ну как, делал его мой отец, да, этот барельеф. Почти был отчислен, ну потому что религиозный мотив. А тогда, хоть это уже был и поздний Советский Союз, все равно было нежелательно. Ну, сюжет известный, да, Иисус с нимбом, написано «Эссе хомо», да, слова Понтия Пилата. Ну, так. Не, ну не репрессировали, да, вот, что можно сказать, поздний Советский Союз, не репрессировали, ну не выгнали. Слышал о 4 пропавших американцев, которые были в Литве? Ну да, в болоте утонула эта машина. Инженерная. Вы, блядь, видели, какая она огромная, эта машина? Пиздец, она гигантская просто нахуй. Ну, там, танки тягать. Вообще огромная. Как такая махина могла на 5 метров уйти в болото? Пиздец. И главное, что они еще одну машину утопили там. Ну, вот так. Сегодня, наверное, наоборот, за барельеф с Лениным репрессуют. Ну да, у нас так всегда. У нас так всегда. Хотя и об этом у моего отца была история. Он
учился. Это было еще, типа, на Северном Кавказе. Это еще было в городе Сунжа. Он учился в художественной школе и говорит, что там, ну, вот, как-то уже... Ну, это какие года? Поздние 60-е, наверное. Начало 70-х. И на ремонт лежали снятые бюсты. Вот эти, ну или как, не все-таки барельеф, да, знаете, где там вот это лицо, 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 и там Маркс, Ленин. Ну, знаете, вот это такая типично советская тема. Лицо, лицо, лицо. И вот он говорит, и игрался, да, и карандашиком их так зарисовал. Зарисовал. Ну и, блядь, забил хуй. А уборщица чеченка, да, или ингушка, увидела и типа понесла этот, короче, барельеф к цьому заведующему этой художественной школы. Давай, блядь, искать, кто это сделал. Ну, не нашли, но все-таки, да, какие времена. Ну, это ж не чеченская территория, там боев не было. Были беженцы. Ну, это такая, знаешь, ничейная земля была во время чеченских войн. В чем-то был такой тыл для боевиков, да, там на рынок они приезжали. Ну, типа, смотря какие года, конечно, брать. В смысле, про Сунжинський район. Як така махіна могла поміститися в Литві? Я більше... Да, реально, две даже. Ну, то есть задуматься, пиздец. Разрисуем барельеф. Это как сейчас тоже ходят по Одессе. Да ебают кафешки. Чего не на мове, чтобы выслужиться? Ну да, деканализация, вот это где они ларьки там, блядь. Ремонт часов стал, ремонт там годинников. Не знаю, что тебе сказать, тут нихуя не меняется. Баба Лобіл пише, розкажи, як їздив на Кавказ. Ну, я 2 раза їздив. Первый раз, по-моему, в 19 году, а второй раз или в 20-м, или в 21-м. Или первый раз в 20-м, а второй раз в 21-м. Ну, я даже не знаю, как ездил. Ну, ездил бабку вывозить. Типа, дед у меня давно уехал, а бабка еще там доживала. Ну, что там? Ну, очень красиво, люди специфические. Все время стреляют. На свадьбах стреляют, просто так стреляют. Ну, ездят как хотят, вообще как хотят. Машина с правами дарится в 16 лет. Чем-то на Закарпатье очень похоже. Металл, помню, на Ниве ездил, сдавал. Водители чечены ездят без обуви в машине. Ну, то есть в газельке все разбываются как в квартире. Есть у меня в телефонной книжке номер Мухаммада, беженца из Сирии, которому продали бабкин дом. Ну, с участком. Ну, сосед чечен построил дом здоровенный такой, они П-образные дома строят, как бы забор это и есть стена дома. Ну, кроме того, что я его несколько раз осквернил тем, что помочился, да, на этот дом, что, ну, наверное, не круто, но куда деваться. Ну, еще интересно, что, ну, это же казачья земля, да. А они, естественно, все держали свиней. И вот для меня такой вопрос, да, ну, это надо спрашивать знатоков шариатского вообще положника. Вот если чечен построил дом на месте свинарника, это западло, это харам или это нормально? Вопрос, который меня там интересовал. Это мне напомнило то, как чечены ездят. Напомнило мне, как я вчера или позавчера, короче, наткнулся на ТикТок, где ходять по Києву і спрашують, яка максимальна швидкість, до якої ви розганяли там свій автомобіль, на який ви їздили. И там, короче, ну, спрашивают пацанова, они говорят, ну, там у меня, условно, какой-то Fiat 500, ну, такой, типа, блядь, там, вообще, типа, откровенно женский автомобиль, говорит, я там, блядь, 180, роза, пизда. Это вообще жесть. Это я вспоминаю, как я семерку до 150 разогнал. Причем свидетели этого есть. Это просто, да. Я к чему это вспомнил, что думаю, что в Чечне есть деятели, которые стрелку ложили на семерки наверняка. Макрон такий активний у міжнародці, бо у нього в парламенті та уряді срака повна. У Німеччині сформований уряд, но он так просто ж вел себя всегда. И при лучших положениях во внутренней политике. Просто у него такой стиль. Не знаю просто, насколько это благодарное дело в таких условиях искать возможности по заработку популярности. Да, ну, вечно же одно и то же работать не может, правильно? У Німеччині сформований уряд, у Британії сильно зайняті важливими справами з ніндзя-мечами та захистом мігрантів. Італія на чілі, як завжди, Польща ще не доросла. От тому Франція така зараз активна, але думаю, вони надірвуться і нічого не буде.
США далі будуть дрючити Європу за гроші, а ті будуть петляти, поки не прижме в кінець, і Трамп не стукне по столу туфлем. Хорошее мнение, хорошее. Денис, ти вже коментував новину з Люпен? Да що мені, блядь, сказати по Люпен? Люпен і Люпен. Ну, вона там записана в блокноті, там і поговорим. Люпен, Люпен. Цілий день в Люпен, Люпен. Вам всім скоро Люпен. Какой, що ви? Як ви, друзі, до цієї новини відноситесь? Українська правда. Група підтримки України у форматі Веймар Плюс заявила у понеділок, 31 березня, що збільшить свою допомогу Україні, одночасно розглядаючи нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитись на припинення вогню. Вони заявили, що готові чинити подальший тиск на Москву, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій, щоб забезпечити Києву найкращі можливості для досягнення справедливого і тривалого миру. Країни також заявили, що збільшать військове, політичне та гуманітарне фінансування військових зусиль України. Веймар Плюс неплохо. Веймар звучит воодушевляюще. Еще можно назвать Керенский плюс. Видишь, в Европе есть чувство юмора, да. Кстати, насчет, да. Пересматривал вчера фильм «Борат 2». И понял, что круто вообще, хороший фильм. Очень смеялся. Бля, и реально очень смеялся. Выпил кофе, а будто бы, блядь, недобитая муха. Хотя выпил, ну, целую эту... Заварник целый. Бывает так. Понял, что фильм реально про нас. Ну, там идея основная, я как-то без спойлеров постараюсь выразиться. Ха-ха, блядь. Ой, как это смешно. Что, ну, что он же журналист казахский, да. Что он пытается исправить ошибки и хочет понравиться Дональду Трампу и его администрации, завоевать ее доверие. Это просто про нас, да, и очень похоже на наш там новостной фон. Какая-то очередной подкаст Української правди. Як нам сподобатись Трампу? Там буквально, короче, об этом же. Об этом фильм. Поэтому всем рекомендую пересмотреть. Буквально об этом фильме. Нам стоит использовать такие инструменты. Нам есть что почерпнуть из этого фильма. На самом деле. А ты думаешь, что Европа сможет заставить Украину дальше воевать? Или Трамп все-таки добьется заморозки фронта, как он говорил? Да я не знаю, сколько в интересе там прям Европы что-то добиваться и насколько есть возможности. Да, кстати, Трамп все-таки добьется заморозки фронта, как он говорит, но он не теряет оптимизм, по крайней мере, в заявлениях, да, в риторике. Он там какое-то слово Путина есть, которому он верит. Не знаю, вы верите слову Путина? Но это вопрос реально. Конечно, слово Путина там украинским лидерам и слово Путина Трампу это разные слова, безусловно. Ну, не знаю. Видите, ну, не взрывают им НПЗ, да, россиянам. Последние НПЗ когда были взорваны? Вроде в эти сутки не взрывают. А видел видео? Сегодня как 4 чела пытаются границу пересечь через 2 забора. Но это старое видео, оно было еще, когда я в прошлый раз стримил. И через второй только один смог успеть перелезть. До остальных по границе добежал. Грустнее концовки зеленой мили. Ну да, там он с голой жопой весь в этой путанке, блядь, проволоке. Там спираль Бруно, чи что-то. Ну, короче, его там изшматовало всего. Возможно, даже изуродовало. Ну, это страшно, что ж тут сделаешь. Пиздец. Там Романенко. Меня больше интересует, что к Романенко ходит депутат Залезняк. Это вообще нормально? Так там Романенко высказал свое веское мнение о договоре и отношениях со Штатами. Как всегда сказал, что с такой политикой кто же Штатам будет верить? Действительно, кто им будет верить? Как они вообще планируют себя теперь в мире позиционировать? Это очень серьезные вопросы. Да, главное, чтобы был шанс у нас узнать на них ответы, да, хоть у кого-то. Нихуево продвинулся по ролику с Гренландией, потому что часть вкладок в одном из окон браузера просто скрашилась. Я в тебя вкрашилась, просто скрашилась, чем облегчила мне работу. Баунов прям плотно сел на антитрамповскую повестку, факт. Расстроил, цены бы ему не было, имею такой же критический взгляд на демов, согласен. Но тут понял, мне кажется, четко бьется именно финансовый, да и культурный интерес. Но все-таки он принадлежит к среде, ну буквально та самая, типа, профессура. Ну, по-другому не скажешь. Ну, чуть с другим культурным каким-то контекстом. Ну, ты прав, конечно. Хотя, ну, просто накладывается это, да, я не могу от этой рамки его восприятия отпрыгнуть. Хотя многие критикуют Трампа даже из лагеря каких-то там, скажем так, людей лояльных до этого и республиканцам, и таким нарративам, да, то есть
Пойди найди мнение, кто скажет, что вот эта тарифная война это не самый тупой экономический прикол там за столетие. Это надо очень долго искать. Привет, как думаешь, какие шансы у Зели стать президентом еще раз? Мне кажется, низкие, но их сейчас сложно оценить, потому что непонятно, кто ему будет противостоять. И в этом, конечно, ключ к победе у президента Зеленского, а как много он сможет истребить, не допустить своих политических оппонентов, каких-то сильных. Оксана Иерусалим пишет, подобається твій скуфський бубнёж. Продовжуй. Як там качки? Продолжай. Как там утки? Летять утки. Летять утки. Утки нормально. Меняю воду. Сегодня менял воду. Дожди, они все как хлющ, мокрые, такие обсосанные. Все мне засрали. Сука, вот такой прикол тоже. Не было комбикорма, классика, качки рост. Качкой рост, которым я их кормлю. Качкой рост. Нет комбикорма, качкой рост. Был бройлер рост. Бройлер рост, он хуёвый, он типа вызывает, ну, рост жира потужный. Ну, как бройлера, знаете, они то обжираются, потом падают на лапы, и им секир башка. Надеюсь, с качками те саме не буде, и что они еще и пасутся параллельно, может это что-то даст. Ну, грустно это в целом. Вот так. Это про качок. Одна утка улетела. Но просто ходила по огороду. Может, не улетела, еще как-то вылезла, не знаю. Но это тоже плохой сигнал. Ну, такие дела. Ну, или 1 апреля. Стрим про вступление Украины в НАТО. Но мы на такие темы не шутим. Для многих они болезненные. Многие это воспринимают как личное оскорбление. Духовный радник Трампа Марк Бернес. Марк Бернес это, блядь, певец, чувак. Вот это. Марк Бернес, знаешь, у Чорного моря, знаешь, это его песня. Приїхав до України. Під час візиту він побував у Бучі, Ірпені та Бородянці. Меня больше убило, что там этот. Моше Асам. Моше Даян. Даян Ибан. Моше Даян. Меня больше убило, что там этот. Табах. Ну, это же вроде он, реально, да. В Порнхабе есть шортс в натуре. Ну, не знал. Он не сможет не допустить или истребить. Он же не диктатор. Действительно, но я имею в виду политические инструменты, да. Я смотрю, Росоппозиция с Трампом с большим энтузиазмом воюет, чем с путинским языком. Чем с путинским языком, ясное дело. Так а что Путин им? Путин им бабки не платит. И Путин им финансирование не обрезает. Им, блядь, Трамп финансирование обрезает. По-моему, очевидно, что враг тут кто приоритетный. У кожному чаті ОСББ є поліцейські, які блядь, вони що їбанулись, ну, може, один поліцейський на 100 чатів. В кожному чаті ОСББ є поліцейські, які дивляться за буденністю життя громадян району та реагують на скарги від жителів. Большой брат смотрит за тобой. Ну, надеюсь, что то полицай морой большой вырастет, конечно. Да, что-то хотел сказать про это ОСББ и полицаев, которые сидят в чатах и дивляться. Да, что-то они дивляться, но никак никто не хочет бороться с этими бесконечными предложениями так называемой работы, да, в этих всяких региональных чатах, где, естественно, работа это там что-то, ну, понятно, плохое, скажем так, плохое и очень плохое. Это раз. А два, недавно увидел, что дронами снимают, кто палить, блядь, богатина в дворе. Представьте, они потратили, ну это меньше, конечно, денег, хотя тут тоже можно поспорить. Эти обмутки потратили бабки на дроны, ну на человека, да, кто там летает и это снимает. Вместо того, чтобы потратить эти бабки на просто выезд обосранного трактора с прицепом, вот этого ужасного, который даже в Киеве есть, эти тупо радянский трактор с прицепом, да... Ну, вот этот Джековский, да. Который бы ездил и собирал этот мусор. Ну, вот у меня этот мусор, куда мне его деть? Вот эта хуйня, которая увозит мусор, она не хочет этим заниматься. Ну, потому что они возят мусор, они не возят ветки. У них, ну, не предназначена для этого машина. Я понимаю, им за это там не платят, и они не согласны. Бухуй ты затолкаешь эту ветку, потом ты хуй это выкинешь из этого грузовика. Он не для этого предназначен, он предназначен для мусора. И вместо того, чтобы потратить эти бабки на эти лишние выезды этого обосранного трактора, который мог бы этот мусор собрать, мне было бы гораздо легче. Они занимаются такой хуйней. Ну как это назвать еще? Чув новину, що в Нідерландах махав ножем не той, про кого ви подумали, а Україна. Ну я чув новину, а що? Я не знаю, что об этом сказать. Я не знаю, какой у него мотив был, интересно очень.
По твоему мнению, Оруэлл уже окончательно избит и кринжовен после такого набега нормисов или все еще актуальная база? Не знаю, сложно сказать. Быть может, у тебя есть отношения посложнее к этому автору. Планируешь ли ты написать повесть «Качурный двор»? Хороший вопрос. Да не знаю. Ну, конечно, да, суть красоты любых таких отсылок, но в том, чтобы они были не запозорены, не запомоены, не зашкварены. А это именно то, что случилось с этим Оруэллом, к сожалению. Нужно поставить танки, чтобы расстреливали тех, кто палит траву. Ну да, ну вот в мене в селі палять траву, не знаю, что там. Наверное, им ничего за это нет. Ну действительно, оно плохо, палить плохо. Там дышать нечем, блядь. Ну, хорошего там ничего нет. Но я был бы очень рад, если бы они наладили вывоз этого говна. Было бы класно. Ну, то есть палить нельзя, куда девать, ну вивезли. Як з'явилась нова угода про копалини, чому головним аргументом проти неї став народні ресурси заберуть колонізація країни буржуями? Я не чув ні одного з цих аргументів. Так от, чому звичайні люди думають, що ресурси їхні? Тоже не знаю таких людей, но якщо їм це розказувати, то да. А не чиновників чи олігархів, які є насправді. Чому в них не працює логіка, що якщо американці чи інші іноземці зайдуть видобувати щось, то вони заберуть частину владу наших бариг, їм стане легше жити через підвищення конкуренції. Я так, блядь, не думаю, справедливости в Украине, сука, нет никакой и не будет. В этом смысле классическая формула, что папа, это означает, что ты будешь меньше пить? Нет, сына. Это означает, что ты будешь меньше есть. Конечно же, они, ну, то есть там, бенефициары, владельцы всей этой хуйни, естественно, они, ну, просто как-то там захеджируются там как-то по-другому, да. Ну, найдут места, где можно ущерб этот восполнить. За ваш счет, конечно. Так что я бы не надеялся, что это там олигархи будут наказаны, разорены, раскулачены, а для нас ничего не изменится. Да наверняка они придумают как заработать, как восполнить потери свои. Я листя палив нещодавно. То рухаюсь, полієм трави з мему чи ні? Ну, получается, да. Но это я в ТикТоке увидел, что летает дрон десь по Житомирщине и снимая. Не, ну понятно, что время найти можно, ночью жечь, блядь. Хотя они там летают, написано ночью. Ну, понятно, на кого расчет, но там видно, что это вечер. Ясен хуй, что никто в час ночи не будет летать. А почему сжигать нельзя в селах теперь всякие сорняки и сухую траву? Ну, давно уже нельзя. Ну, потому что пожар может быть. Ну, и просто же, естественно, какие есть методы пополнения казны? Конечно, штрафы. Штрафы, штрафы, штрафы. Ну, а кто скажет, что полить хорошо? Полить плохо. Для экологии плохо. Для всего плохо. Полить плохо, я с этим не спорю. Интересно, когда у нас за неправильно установленный мангал на участке штрафовать будут. А я вот не знаю, как правильно установить мангал. Потому что мангал у меня на участке есть. Я всегда жег его со спокойной мыслью, что мне за это нихуя не будет. Стриптизер у Києві, о, я бачив цей тікток. Стриптизер у Києві заробляє до 30 штук гривень на день. Хлопець каже, що все залежить від кількості жінок, які його замовляють. А найпопулярніший образ серед українок поліцейський. Симптоматично. Мне кажется, что в мире, наверное, самый популярный образ полицейский, не? Я не думаю, что тут что-то особенное у украинок. Либо дрон будет подслушивать, на какой ты мове спілкуешься у себя. Ну, правильно люди пишут, это основной страх в чате в Телеграме. Пишут, что будут смотреть, как ты дрочишь в окно подлетать. Ну ладно, в частном доме еще услышишь, но в квартире подлетят тихонько и будут смотреть, как ты наяриваешь. Поэтому у меня почти везде blackout шторы. Вот. Не, ну то есть получается там какие-то есть нормы по установке этого мангала. Анальные, естественно. Интересно знать, какие. Я много времени проводил в селе, и, честно говоря, я не понимаю, нахуя люди палят траву и т.д. Мы всегда выносили на сметник специальный для таких дел ветки, и оно там гниет. Ты ж когда палишь, оно ж тебе сильнее всего воняет. Не понимаю этих людей. Ну, я не знаю просто, какой у тебя двор. У меня двор, блядь, огромный. И еще огромный сад. Мне просто нахуй некуда деть столько перегноя. При этом у меня еще порезали дерево, и у меня очень много мелких нахуй ненужных веток. Дробилка стоит ебанутых денег. Хорошая дробилка стоит, ну там, блядь, под косарь долларов. Нахуй она мне нужна. Притом она еще и все равно не все ветки дробит. Говёная дробилка тоже дорогая и вообще нихуя не дробит. Короче, и это огромная гора, блядь, веток. Притом, если я их просто положу, я не знаю, какой там у тебя опыт жизни в селе, если я просто сложу эти ветки на кучу, из одной кучи в другую перенесу,
На том месте через года 2 образуется ебанутый чистокол из веток таких лесом, которые ты заебешься корчевать. Непроходимый абсолютно, который будет разрастаться. Вот так люди и жгут. У меня тоже там в селе есть свалки, но я же не буду ветки тягать на свалку. К тому же знаю, что эта свалка, она просто незаконна абсолютно. Они там повесили баннеры, что мы по камерам смотрим, кто выкидывает. Там никаких камер нет. Ну, понятно, что она незаконна. И ее там, ну, просто приезжает там, условно, раз в 3 года вывозит экскаватор. Но все 3 года там лежит этот страшный мусор, иногда тлеет, горит. Я хотел бы просто, чтобы они вывозили. Было бы круто, если бы они... Вот мусор же они вывозят, да? Хотя раньше мусор даже, блядь, не вывозили. Это село Киевской области, это не в очке мира. Но даже мусор вывозить, это недавно появилась тема. До этого люди мусор девали куда хочешь, сжигали, конечно. Бытовой, в смысле. В странах, где дорогая медицина, более популярный образ медсестры. Не, ну это же мужчина-стриптизер. Вызвать проститутку медсестру просто дешевле настоящей. Аргумент. Будуть знімати на Бонгакамс і транслювати. Контрольная закупка. Чего ты стесняешься? Наоборот, с компанией с такими вещами заниматься интереснее. Была бы компания хорошая, в их компании не хочется, честно говоря. Главное, хорошая компания. Менты с дрона, которые смотрят, как ты дрочишь, это плохая компания. Они еще статью тебе пришьют потом какую-то, незаконная дрочка. В селе огромный двор, участок с огородом и 3 участка для уток, кур и т.д. В сотках не шарю, но в сумме, если сложить, условно 30 на 30 метров. Не, ну у меня больше, но просто проблема не в этом. Как я уже сказал, не, я думал листья собрать на перегной. Ну ладно листья, хай лежат, хотя этот перегной, он не за год нахуй появляется. Его там еще ждать 100 год, пока это листья сгниет. Тоже надо еще место для этого выделить какое-то здоровое и испортить его. Ну ладно, пускай. Но ветки деть вообще никуда. Хочу, чтобы менты смотрели, как я драчу, чтобы у них обязанность такая была. Ну, тоже интересная мысль, я согласен. Есть в этом что-то. И возле травы не наяривайте, искру еще высечите, потом ментов на вас из чата ОСББ дроном сбросят. Может так быть, кстати, такое бывает иногда. В Южном парке была серия, как Картман с помощью дрона снял на видео мотнючую Тамамы. Скоро и у нас такое будет, уже подрочить спокойно нельзя будет. Это правда. Это правда, это, ну, страшное время, что тут. Это что же вот так? Я вот постоянно ссал, да, ну, ночью ссышь, да, в селе, смотришь, спутник летит, да, и думаешь, вот видно ему, как я ссу или нет? Ну, наверное, не видно, но все равно машу. Потом уже война, да, вышел ссать, ну, типа шахид летит. Тоже думаю, ну, там же нет камеры, информацию он не передает, но все равно машу. Да. Есть в шахеде камера, и со спутника видно, как ты ссышь ночью, так что все хорошо, так что все спок, так что все спок. Помахал шахед, на следующий день показали на Россию. Говорю, не, ну я членом наголо махал. Мне кажется, это разные вещи. Какие у тебя любимые серии Южного парка? Серии, где Карпман типа школьный. Такер Карлсон с книгой «Что случилось с моей школой» и про выборы 2008 года до сих пор иногда пересматриваю. Я не знаю, реально не помню, какая любимая серия Южного парка. Ну и вообще вот, хуй его знает. Ну, про сортир смешно. Японский. Это что из свежего. Слышал ли мысль о том, что Илон Какс купил Твиттер не только для того, чтобы распространять свободу слова, а что собирать базы данных, текстовые базы данных, текстов пользователей и на их основе обучать свой щи? Да наверняка. Все для дальнейшей экспансии, контроля и все дела. Наверняка он рептилоид, я полностью в это верю. Поэтому же и добавил Грок в ТГ. Какова вероятність, правдоподобно. Щось за останній час активізувалися західні медіа. Почали усі разом розповідати, як адміністрація США була розлючена через якісь неузгоджені атаки на РФ, на крейсер Москва. Чи на... Ви всі будете голуби, да? Чи на якісь контрнахрюки незаплановані і т.д. З чим пов'язано, на твою думку? Ну, наверное, типа, что война заканчивается, и они приоткрывают какую-то завесу тайны. Хотя, на самом деле, это, мне кажется, скорее компиляция из того, о чем они писали. Ну, может, там меньше было каких-то авторитетных подтверждений. Ну, просто про Москву писали, про неузгоджені атаки, ну, то Бахмут там чи не Бахмут писали. Я что-то не понял, только сегодня видел рилс, мол, в РФ будут с дронов следить за участками. Типа, кто незаконно жжет что-то на участке? У вас так же? Конечно, у нас так же. Но так давно, везде, в Европе так уже давненько, да. Да и в России давненько мне рассказывали, что кого-то штрафовали за фуру неправильно припаркованную. Причем где-то, блядь, в провинции, типа Краснодарский край или что такое. Кайл становился баскетболистом. Это где ему яйца в колени вшили. Хорошая тоже серия, да. Честно говоря, тоже я
плохо подготовился. Ну, вы сами поняли, наверное, догадались, что нихуя не произошло, правильно? Не надо быть большим этим экспертом, чтобы это понять. Как ты думаешь, какой возраст твоей аудитории? Есть ли какие-то предпочтения по возрасту аудитории? Типа до 15, если меня смотрят, то это не канает. Хотелось бы, чтобы смотрела платежеспособная аудитория олигархов. Да, шейхов, это раз. Два, аудитория довольно старая на самом деле, то есть... Ну, в смысле, есть же по ней статистика, да, ну, на ютубе, по крайней мере. То там от 25 до 35, по-моему, большинство людей. Древние, да. А после них идет страта, типа, еще старше. Я думал что-то, что наоборот молодежи интересней будет. Просто вспоминаю себя в те года, конечно, я бы тоже такой кал не смотрел. Да я бы и сейчас такой кал не смотрел. Я об этом много раз говорил. Но когда в чате пишут, складывается впечатление, что смотрят дети. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо тем, кто послушал наш бред. Спасибо тем, кто, блядь, вообще же ни копейки, походу, не задонили. Ща. Опа. А, ні. 123 гривні. Дякую за 123 гривні. Один донат. Все, пацаны, всем спасибо, кто сегодня пришел. Берегите себя. Встретимся послезавтра. Целую вас в плечи и до зустрічі.